Мы подобрались к завершающей стадии нашего исследовательского проекта, к теме о всаднике на коне белом. Это самый непростой пласт, который нам предстоит поднять и явить миру. Непростой он, потому что призван явить божественный план дальнейшего развития человечества. Буквально так. К настоящему времени все духовные и идейные ресурсы исчерпаны. Мир выдохся. Интеллектуалы, философы, даже наши старцы. Никто не может предложить чего-либо стоящего, какой-либо конкретный план действия, который бы отвечал грандиозным вызовам нашего апокалиптического времени. Мир буквально застыл в ожидании явления чего-то нового, какого-то откровения свыше. Это откровение напрямую касается вопросов как о грядущем православном царе, так и о ходе дальнейшего развития истории человечества. Данное откровение заключается в раскрытии тайны откровения Иоанна Богослова. Прежде чем мы перейдем непосредственно к расшифровке символики апокалипсиса, мы кратко изложим суть тайны всадника на коне белом на обычном художественно-литературном языке. Тайна всадника – это тайна проекта Бога, заключающегося в сотворении нового христианского народа. Сейчас церковь разбомблена, а воля Бога в том, чтобы восстановить святость в христианском народе и возвести ее до необыкновенной мощи. Взращивание святого этноса – это и есть личный проект Бога. И Вседержитель незримо занимается им достаточно давно. Есть конкретный план, по которому и реализуется становление Святой Руси. План этот состоит из 4 основных этапов. Каждый этап мы рассмотрим в дальнейшем подробно. Сейчас же мы изложим в целом суть каждого этапа. Первым этапом через пророческий дар известного ангела, святого отрока Вячеслава Чебаркульского, в русский народ были впрыснуты грандиозные картины будущего. Это сделано для формирования социума особых людей, способных вмещать масштабные и самые невероятные вещи. Нас ждет фантастическая эпоха, и Богу нужны люди с огромными сердцами, способными вмещать в себя самое невероятное, буквально всю Вселенную, всего Бога, всю Святую Троицу. Для такой миссии нужны особые избранники, люди со сверхчувствительными сердцами. Нет ничего более сложного, чем поверить в то, против чего агрессивно настроен весь мир. Против пророчеств маленького мальчика брошена вся мощь церковного официоза. Что может быть хуже и тяжелее? И чтобы выстоять против такого натиска, нужно обладать нечеловеческой верой. И здесь без живой связи с Богом выстоять невозможно. Именно носители такой живой мистической веры являются ядром грядущего народа Божьего, названного в апокалипсисе царями, идущими от восхода солнечного. Таким образом, первый этап – это этап спонтанной реанимации живой веры. Это этап дикого освоения внутренних мистических территорий. Нам нужно проложить путь в Святую Землю. Небесное Царство находится внутри нас. И русские люди
не ходили в эти области уже более 100 лет. Дорога заросла, путь никто не знает. И вот таким образом, через явление необыкновенных пророчеств, русский народ начал восстанавливать путь в мистический мир Небесного Царства. И пусть молодое воинство Христово еще не может богословски точно сформулировать свои духовные переживания, это сейчас не главное. Важно, что у России есть много живых, горячих сердец, которые среди безумия и какофонии мира сего способны ясно слышать голос Бога Живаго. Это самое главное. Второй этап – это уже этап укрепления живой веры. Переход из дикого состояния в состояние цивилизованного богопознания. Второй этап ознаменован явлением Чебаркульского метеорита. Об этом мы подробнее позже расскажем. Высшей степенью богопознания является мышление веры. Поэтому на втором этапе живая вера облекается в Божию премудрость. Святая Русь – это проект Бога. Чтобы построить Святую Русь, нужно создать народ, способный мыслить на божественном уровне. Чтобы мыслить на божественном уровне, нужно быть способным вмещать в себя предельно грандиозные вещи. Вместить тайну всадника на коне белом – это значит вместить в себя весь проект Бога. Проект Бога – это вся София Божия целиком. То есть это значит стяжать целомудрие, целостную мудрость. Поэтому понять Божию премудрость – это значит понять замысел Творца и стать, соответственно, готовым к практическим действиям. То есть перейти уже от возвышенных слов к возвышенному божественному делу. И вот когда наш народ созреет до перехода к соборному историческому творчеству, тогда и будет явлен царь. Практическое становление Святого Царства – это уже третий период. Бог есть царь. Цари создают духовно-этнические царства. Поэтому суть возвышенного божественного дела заключается в становлении нового священно-царственного народа. Это будет последний мессианский народ эсхатологической эпохи, которому уготована славная миссия. Он сокрушит вавилонскую блудницу, совершит над ней суд и осуществит последнюю проповедь Евангелия Царствия. Данная проповедь будет совершена уже в четвертый период. Здесь становление святого народа Божьего будет проходить уже в масштабах всей Вселенной. Это будет необыкновенное время, потому что благая весть будет проповедана в прямом смысле всей Вселенной целиком и полностью, вне времени и пространства, и живым, и уже отошедшим в другой мир, которым предстоит воскреснуть и вернуться на землю. Воскреснет преподобный Серафим Саровский и многие святые. Это будет последняя эсхатологическая эпоха седьмого дня. Вот такие необыкновенные и удивительные вещи предстоит вместить всем участникам самого грандиозного проекта, автором которого является Господь Вседержитель. Несмотря на колоссальное сопротивление, проект Бога развивается, все идет по плану. Первый этап уже пройден, и история становления эсхатологического народа Божьего
подошла ко второму этапу. Уже есть заповедные места, есть невидимый центр горы Сиона, и все идет по плану, предначертанному Богом в Откровении Иоанна Богослова. С одной стороны, Святая Русь уже начала собираться, а с другой, цивилизацию Вавилонской блудницы уже начали разъедать силы хаоса. Итак, первый этап – это реанимация живой веры, второй – облачение в премудрость, третий – становление царства, а четвертый – это всемирная, вселенская проповедь Евангелия Царствия.